Земля — случайность или гениальная настройка Вселенной? Во всей наблюдаемой Вселенной сотни миллиардов галактик. В каждой галактике миллиарды звезд. У многих звезд есть планеты. Но пока мы знаем только одно место, где существует сложная жизнь. Почему? Почему именно Земля, не раскаленная, не мерзлая, не отравленная радиацией, а живая? Почему здесь есть вода, воздух, стабильный климат и невероятное разнообразие существ, от бактерий до человека? Сегодня мы поговорим о том, насколько тонко и мудро устроена Земля, какую роль она играет в Солнечной системе и почему даже небольшое отклонение в ее параметрах сделало бы жизнь невозможной. И по ходу видео задай себе простой вопрос. Все это результат слепого случая или пример удивительной гармонии? Место Земли в галактике. Начнем с самого большого масштаба — галактики Млечный Путь. Галактика — это не просто красивое скопление звезд, в ней есть опасные зоны. Ближе к центру — мощное излучение, частые взрывы сверхновых, нестабильность. На окраинах, наоборот, слишком мало тяжелых химических элементов, необходимых для образования планет и жизни. Земля находится между этими крайностями, в спокойной области, где достаточно нужных элементов и минимален уровень угроз. Ученые называют такие области зоной обитания галактики. Можно сказать, что мы живем в одном из самых безопасных и благоприятных районов Млечного Пути. Случайность? Или редкое совпадение, без которого жизнь просто не могла бы возникнуть? Уникальность Солнца. Солнце не просто звезда. Это стабильный источник энергии, который уже миллиарды лет светит почти без резких колебаний. Многие звезды слишком активны, часто вспыхивают или быстро выгорают. Наше Солнце спокойное. Оно дает ровно столько света и тепла, сколько нужно для жизни. Представь костер. Слишком сильный — сожжет, слишком слабый — не согреет. Солнце — это идеально поддерживаемый огонь, который не гаснет и не выходит из-под контроля. Луна — невидимый хранитель Земли. На первый взгляд, Луна кажется просто красивым объектом на ночном небе. Но если посмотреть глубже, становится ясно. Без Луны Земля была бы совсем другой планетой. Начнем с необычного факта. Луна слишком большая для своей планеты. Если сравнивать с другими спутниками в Солнечной системе, наша Луна — настоящий гигант по отношению к Земле. Это редчайший случай. И эта необычность играет решающую роль. Во-первых, Луна управляет приливами и отливами. Приливы — это не просто движение воды у берегов. Они перемешивают океаны, распределяют тепло и питательные вещества. Считается, что именно приливные зоны могли стать колыбелью первых сложных форм жизни, где вода и суша регулярно сменяли друг друга. Но самая важная роль Луны — стабилизация земной оси. Земная ось наклонена, и именно Луна не дает этому наклону хаотично меняться. Без нее Земля могла бы резко менять угол наклона, терять привычные времена года, переживать экстремальные климатические скачки. Представь планету, где за несколько тысяч лет тропики превращаются в ледяную пустыню, а полюса — в жаркую зону. В таких условиях сложная жизнь просто не успевает приспособиться. Луна действует как гиря на вращающемся волчке. Она удерживает Землю в устойчивом положении уже миллиарды лет. Случайный спутник или идеально подошедший партнер для жизни? Наклон оси и ритм планеты. Теперь поговорим о наклоне земной оси. Он составляет примерно 23,4 градуса. И это число имеет огромное значение. Именно благодаря этому наклону на Земле существуют времена года, климатические пояса, умеренные температурные переходы. Если бы наклон был меньше, климат стал бы однообразным, а экосистемы беднее. Если бы больше, планету разрывали бы экстремальные контрасты, палящая жара сменялась бы ледниковыми условиями. Но и это еще не все. Земля вращается вокруг своей оси примерно за 24 часа.
Этот ритм задает баланс между днем и ночью. Слишком медленное вращение. Одна сторона перегревается, другая вымерзает. Слишком быстрое, мощные ветра и постоянные ураганы. Земля вращается ровно с той скоростью, при которой атмосфера остается стабильной, а климат пригодным для жизни. Магнитное поле. Невидимый щит. Космос — это не пустота, а агрессивная среда. Солнечный ветер, радиация, заряженные частицы — все это смертельно опасно для живых организмов. И здесь вступает в игру магнитное поле Земли. Внутри планеты находится расплавленное железное ядро. Его движение создает гигантское магнитное поле, которое окружает Землю и отклоняет опасные частицы. Это поле защищает поверхность от радиации, не дает солнечному ветру унести атмосферу, сохраняет условия для жизни. Марс — наглядный пример того, что происходит без такой защиты. Когда его магнитное поле ослабло, атмосфера начала исчезать. А на Земле мы видим красивый побочный эффект этой защиты — полярные сияния. Атмосфера, щит, фильтр и одеяло. Атмосфера Земли выполняет сразу несколько жизненно важных функций. Во-первых, она дает нам кислород для дыхания. Во-вторых, защищает от метеоров. Большинство из них сгорают, не достигая поверхности. В-третьих, она удерживает тепло, не позволяя планете резко остывать ночью. Особую роль играет озоновый слой. Он поглощает до 99% опасного ультрафиолетового излучения, защищая все живое, от человека до микроскопического планктона. И при этом атмосфера пропускает ровно столько солнечного света, сколько нужно для фотосинтеза и тепла. Это тонкий баланс между защитой и жизнью. Круговорот воды. Система, без которой жизнь невозможна. Вода — это основа всего живого на Земле. Без еды человек может прожить недели, но без воды — всего несколько дней. И важно не только то, что вода на Земле есть, а то, как именно она здесь устроена. Наша планета обладает уникальной системой — круговоротом воды. Это гигантский природный механизм очистки и обновления, который работает без остановки уже миллиарды лет. Все начинается с Солнца. Под его действием вода с океанов, рек и озер испаряется и поднимается в атмосферу. Вместе с паром остаются соли, грязь и примеси. Вода очищается естественным образом. Затем водяной пар охлаждается, превращается в облака и возвращается обратно на поверхность в виде дождя, снега или росы. Фактически, Земля использует природную дистилляцию, такую же, какую человек применяет в лабораториях. Масштабы этого процесса поражают. За 1 год через круговорот воды проходит столько влаги, что ее хватило бы, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем почти в 1 метр. Но круговорот делает больше, чем просто очищает воду. Он регулирует климат, переносит тепло между регионами, поддерживает экосистемы, формирует реки, почвы и ландшафты. Если бы этот процесс остановился хотя бы на короткое время, пресная вода быстро стала бы непригодной для жизни, а экосистемы начали бы разрушаться. Задай себе вопрос, на скольких других планетах мы знаем подобную саморегулирующуюся систему? Кислород и углерод. Дыхание планеты. Каждую секунду ты совершаешь вдох и выдох, даже не задумываясь об этом. Но за этим простым действием стоит один из самых точных и важных процессов на Земле — круговорот кислорода и углерода. Все животные и люди вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Если бы этот газ накапливался, атмосфера быстро стала бы токсичной. Если бы кислород исчезал, жизнь просто задохнулась бы. Почему этого не происходит? Потому что растения делают обратное. Под действием солнечного света они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Этот процесс называется фотосинтезом. Можно сказать, что Земля дышит. Одни организмы берут, другие отдают, и баланс сохраняется.
Особенно важно понимать роль океанов. Микроскопический планктон производит огромную часть кислорода, которым мы дышим. Без него атмосфера была бы совсем другой. Этот цикл удивительно чувствителен. Небольшие изменения в соотношении газов могут привести к глобальному потеплению, похолоданию, массовым вымираниям. И все же миллиарды лет система удерживается в рабочем состоянии. Случайный баланс или один из самых точных природных механизмов, которые мы знаем? Азот — невидимая основа жизни и идеальная переработка. Когда говорят о составе атмосферы, обычно вспоминают кислород. Но на самом деле 78% атмосферы Земли — это азот. И он жизненно важен. Азот — ключевой элемент для создания белков, ДНК и клеток. Без него невозможны рост, развитие и размножение живых организмов. Проблема в том, что в чистом виде азот недоступен для жизни. И здесь вступает в действие еще один удивительный цикл. Под действием молний, бактерий и почвенных микроорганизмов азот превращается в соединения, которые могут усваивать растения. Растения используют его для построения органических молекул. Животные получают азот, поедая растения. А что происходит дальше? Когда растения и животные умирают, особые бактерии разлагают их остатки и возвращают азот обратно в почву и атмосферу. Ничего не теряется, ничего не накапливается, отходы становятся ресурсами. В мире людей подобная система утилизации кажется почти недостижимой, а на Земле она работает сама по себе, без внешнего управления. Уникальная система или редкая случайность? Теперь давай посмотрим на Землю целиком. Мы увидели идеальное положение в галактике, стабильную орбиту, спокойное Солнце, Луну, стабилизирующую ось, точный наклон и скорость вращения, магнитное поле и атмосферу, круговороты воды, газов и элементов. Каждый из этих факторов важен сам по себе, но по-настоящему удивляет то, как они работают вместе. Земля — это не набор случайных условий. Это единая, взаимосвязанная система, где изменение одного элемента влияет на все остальные. Можно ли назвать это простым совпадением? Или мы наблюдаем редчайший пример гармонии во Вселенной? Наука пока не дает окончательного ответа, но чем больше мы узнаем, тем яснее становится. Земля — невероятно особенное место. Если тебе интересно глубже понимать устройство планеты и космоса, если ты хочешь смотреть на Землю не как на обычный дом, а как на уникальное явление, оставайся с каналом. Впереди еще много загадок, и каждая из них приближает нас к пониманию того, насколько удивительна жизнь во Вселенной. До встречи среди звезд!